Добрый день, мои дорогие, любимые, красивые, прекрасные тельцы. Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту весну 2024 високосного года. Да, я не просто так назвала это время весна возможностей, не попсово, не заурядно, не привлекательный слоган, но на самом деле эта весна такой и будет. И да, есть, конечно, некоторые моменты кризисов и сложностей, но это говорит лишь о том, что необходимо трудиться, что необходимо наводить порядок в себе, в своих действиях, в своих отношениях, в своих ожиданиях от этого мира, да. И здесь, конечно же, было бы прекрасно, если бы все-таки в ногу со временем пошли и начали развиваться и понимать, что проделанная работа в себя в жизни, что все ошибки, их можно просто смело взять и конвертировать во все, что хочется. Да, ребят, девчат, в марте, конечно же, с 12 числа начнется такое время не очень напряженное, не очень дерганое, начнется такое более спокойное, планомерное, когда захочется действовать по интуиции, по инерции, спокойно, расслабленно. Венера, ваш управитель, перейдет в знак Рыб. Этот момент будет на самом-то деле эмоциональным. Да. Момент, возможно, разочарований, да. Момент, возможно, принятия решений, да. Но все-таки важные решения вы будете, я надеюсь, принимать не в импульсивных моментах, да, а в моменты, когда вы находитесь в стабильном расположении духа, а это все-таки май месяц, да, когда у вас уже запустятся дни рождения у половины тельцов, по крайней мере, да. И в мае все будет происходить все гораздо интереснее, лучше и стабильнее, все как любите вы, да. Поэтому все-таки с 12 марта начинается такой момент, я бы сказала, внутренней работы. Ни в коем случае нельзя это время упускать. С 20 марта Венера соединяется с Сатурном. Прекрасное время для работы, для стабильной работы, для работы в долгу, для получения прибыли, для того, чтобы вкладывать, что-то покупать, приобретать. До этого энергия на покупки была так себе, да, и на деньги в том числе. А 20 марта очень даже хорошая. Несмотря на то, что у нас это день весеннее равноденствие, да, для вас, дорогие тельцы, это будет прекрасный день. Главное, в порыве страхов и от обид, и от боли не делать никаких решений. Вот если вы делаете, потому что вам реально хочется, не для того, чтобы кому-то насолить или сделать больно, тогда хорошо. Или там, потрачу все деньги, чтобы только мужу не достались. Не надо так делать. Нет, подойдите, скажите: муж, дорогой, решила потратить все деньги, потому что надо, хочется на какие-то нужды большие, незаурядные, отличные. Хорошее время для покупок. Покупайте, продавайте вместе с мужем. Отлично. Сами лично для себя что-то. Хорошее время смены имиджа, гардероба и тому подобное. Что у нас потом идет по графику? Потом у нас коридор затмений. Я не скажу, что лунное затмение, которое откроет коридор затмений, для вас будет каким-то очень грустным, печальным. Ну да, полезут на поверхность эмоции, страхи, обиды, претензии, вопросики из детства, особенно если детство было у вас сложное. Здесь, конечно же, нужно этот момент понимать, отслеживать, не топить на партнера, признаваться себе честно, почему так случилось, партнер не виноват, но вот ваша задача эти моменты в себе разгрести, чтобы в порыве обид, страхов не наговорить лишнего, чтобы потом это не исправлять, потому что на самом-то деле апрель будет сложноватый на принятие решений, на объяснения, на какие-то попытки договориться. У нас с вами, да, дорогие мои, ретроградный Меркурий, накладывается, причем ретроградный Меркурий, коридор затмений. Коридор затмений заканчивается 8 апреля, и с 3 апреля у нас ретроградный Меркурий. То есть этот момент, я бы так сказала, он будет достаточно жарким, да. Еще у нас в этот момент, между вот этими событиями, 5 апреля Венера переходит из знака Рыбы в знак Овна, и это наступает
такое активное, бурлящее время действий, когда хочется объявить совсем не теплые отношения в любовной сфере, да и в принципе в коммуникации, в принципе с финансами захочется принять такую завоевательную позицию, да, несмотря на то, что Венера в соединении, в узком соединении с Нептуном на этот момент, да, заметили, да, как быстро Венера проскочила знак Рыб, и сейчас она будет проскакивать знак Овна, да, и это такой момент, когда вот знак Овна, она будет проскакивать, я бы так сказала, со сложностями, с определенными, и пройдет еще обязательно через кармические узлы, и это тот момент, который необходимо сначала с Нептуном, естественно, разобраться. Здесь история внутренних иллюзий, самообманов, то есть вскроется реальность ваших финансов, ваших отношений, что вы в жизни имеете. Ну, вот как знаете, вот просто вот складывались события, и вот как будто пелена так с глаз упала, и вы такие, так, а на самом-то деле все вот так. И здесь придет, я бы так сказала, ну, не то чтобы отчаяние, да, здесь главное не одеть на себя розовые очки, и не вот это настроение, да, не начать в себе переваривать. Здесь важно, чтобы эти эмоции вы понимали, не переводили в свои страхи, не прятали, естественно, не впадали ни в какие иллюзии, а просто четко понимали, что реальность, она такая, и с ней надо что-то делать. Просто когда ты на жизнь смотришь честными такими тельцовскими глазами, да, живешь по тельцовскому солнцу, тогда и задачи решаются по-тельцовски. То есть они могут решаться медленно, но они обязательно будут решаться. Будет проходить время, но они будут решаться, если вы их решаете. Да. То бывает обычно, знаете, у близнецов такая история, проблему решаешь, но оно не то, что немедленно не решается, оно может не решаться очень много времени, и потом в какой-то момент, решилось, когда уже особо-то и не нужно, и нервы уже вытрепаны, да, то есть это такой, у близнецов такая история есть. У тельца, если вы медленно, но верно идете, оно все равно случится, вы все равно, я бы так сказала, добьете эти проблемы, и все равно получится у вас сделать, как хотите вы. Это такая вот классная, на самом деле, тактика тельца, но здесь необходимо, конечно же, иметь терпение и понимать, что все это временно. Вопросы с финансами, которые возникнут в апреле, будут, конечно же, вас настораживать, и это правильно. Это правильный такой момент, исход события, потому что, ребят, все то, куда вы давно хотели прийти, да, здесь так необходимо подумать, уже ушли мы за рамки коридора затмения, уже мы на 15 апреля, грубо говоря, 15, 20, да, и 25 апреля, уже 25 апреля будет полегче, но с 15 по 20 вот эта неделя, грубо говоря, плюс-минус 3 дня, это те моменты, когда Венера как раз-таки будет проходить узкое соединение Меркурия с северным узлом. И здесь вопрос очень строго вы зададите сами себе, кто я, что я сделаю, что я сделал, что я вообще хочу сделать, куда я хочу по жизни прийти. То есть вот эти осознания, казалось бы, в коридор затмения, они так остро у вас не станут, они чуточку позже вас догонят. И я бы так сказала, не игнорируйте эти мысли, не убирайте, не надо вот иметь такую, да я потом как-нибудь вот это решу, не хочу я с этим париться. Ну такая тельцовская история, ой, это слишком сложно, это не для меня. Не надо, усложняйтесь. Становитесь немножко сложнее и понимайте, что вся мудрость и философия этого мира и, собственно, этого года заточена на то, чтобы мы все в итоге поняли, кто мы и куда мы идем. Если мы не идем туда, куда мы хотим, то начинает в прямом смысле сыпаться все то, что нам важно. Для тельца это отношения, это финансы, они перестают идти, либо они уходят куда-то гигантскими суммами, не на то, что хочется, на покрытие каких-то там долгов, и это история, которая будет очень сильно вас волновать, понимаете, что это все происходит, потому что вы работаете не на том месте, которое вам хочется и нравится, имеете не тот статус, который хотите, имеете не те плюшки, что хотите, вы ограничили сами себя в возможностях, потому что что? Ну, потому что в какой-то момент плыли по течению и не шли туда, куда вы хотели. Потому что возможности были всегда. И сейчас вот я про это говорю, вы 100% вспомните все те возможности, которые вам предлагали. Но вы вот так по-тельцовски заленились и сказали, ай, да ну не пойду я.
Да, ребят, пора доставать вот эти вот все истории свои и понимать, чего истинно вы хотите, потому что грядет на самом-то деле потрясающий для вас месяц, немножко с опозданием будет для вас весна возможностей, и перед этим необходимо будет прожить первую неделю мая, когда разворачивается Плутон. Да, если жить в новом мире и развиваться, внедрять что-то новое, что-то активное в марте, прекрасное для этого время, да, то есть делать амбициозно, внедрять активно, красиво и ярко, если вы не заленились, да, для этого, вы начали что-то делать в марте, это прекрасно. Да, в апреле возникнут сложности, возможно, в работе, возможно, где-то будете не дотягивать, и вот наступает май, да, первая неделя, конечно же, мая сложная, Плутон разворачивается, захватывает в квадратуре с собой Венеру, вашего единственного управителя. И здесь первая неделя мая, она такая на стопе. Вот реально все дела, проекты, финансы на стопе. Сложно что-либо делать, сложно сдвинуться с мертвой точки. Поэтому здесь, понимаете, если вы решили назначить на этот момент какое-то мероприятие, связанное с финансами или с бизнесом, у вас оно может проиграться совершенно по-разному. Может как и застопориться, но бывает, конечно, исключения в натальных картах. Хотите, если узнать у вас какой-то план, оставляйте здесь под видео дата, время, место рождения. И вопросы, что у вас связано с этими датами, я посмотрю вашу карту, отвечу. Можно ли вам этим заниматься или же нельзя, или лучше перенести на какой-то другой интересный срок, потому что вы же прекрасно понимаете, что на планете мы все разные, среди 700-800 миллионов тельцов, все мы разные, одинаковый гороскоп не может быть для всех, да? Но общая тенденция такова, что первая неделя мая, она сложная будет именно в финансах, в работе, в продвижении. Ну а что касается потом? Потом, дорогие тельцы, если вы досмотрели видео до этого момента и вы не сдались, и вы все-таки идете в долгую, то да, раскрываю вам, как говорится, все ваши карты, которые вы давным-давно хотели, и с 10 мая, с 10 мая начинается тот самый интересный момент, который вы так давно ждали. Да, начинает идти работа, начинает идти стабильность, начинают приходить финансы, начинает получаться в карьере. Если вы запускаете свой бизнес, то здесь, конечно же, Венера стала в соединении с Ураном, с Солнцем и с Юпитером, а это как раз-таки та самая мощная энергия, которая ждала нас, вас всех, чтобы мы пришли до этого момента времени для своей же реализации, для того, чтобы получить всю ту прибыль и плюшки, ради которых мы трудились, и у нас так долго не получалось. Да, дорогие тельцы, здесь как раз-таки тот самый момент, вы скажете, почему, Женя, не говоришь однозначно? Ну, потому что если вы в марте ничего не делали, в апреле вы просто ругались с партнером и тоже ничего не делали, всю свою энергию оставили там, то вам придется начинать в мае, да? Начинать в мае, ну, вот так уже такое легкое летнее настроение, это будет, во-первых, сделать сложно, погулять получится легко, заработать тоже, если вы начинали ранее, а начинать в мае сложнее. Сложнее начинать, но никто не сказал, что невыносимо сложно, да? Сложнее, но вы же хотите в мае уже получить прибыль, собственно, поэтому я этот гороскоп-то и записываю поранее, что вы построили себе план и начали его реализовывать, и в мае уже прям прям почувствовали себя стабильненько, хорошо. И это вот такой момент. Почему? Все зависит от вас, и только так, ребят. Еще раз говорю, 80% вероятности прогноза зависит от того, как мы относимся к прогнозу. Если мы считаем, что все это вообще не про нас, что у нас этого не будет, то, скорее всего, будут какие-то возможности у вас в жизни получаться, попадать к вам в руки, но вы не будете их ценить, и вы будете от них отказываться. Если вы будете думать, что все эти апрельские события, они очень сложные, что все, Женя сказала, ужасный гороскоп, все, можно ничего не делать, все бросать, закрывать дело, уезжать куда-то там. Кстати, в мае очень хорошо получится куда-то переехать, съездить, отдохнуть в том числе. Очень хорошее для этого время, причем непринужденно, так очень хорошо расслабиться, отдохнуть. То, ребят, понимаете, да, такое немножко отступление.
Если вы будете думать, что прогноз сложится плохо, то он реально будет складываться плохо. А если вы понимаете, относитесь к трудностям с такой иронией, и когда трудности так открывают вашу жизнь с ноги, да, вы такие, ну ладно, поборемся, поборемся. И поверьте мне, тельцы, у вас-то точно хватит силы терпения наладить отношения, выработать терпение, договориться с партнером, несмотря на то, что на небе ретроградный Меркурий, и чё? Все равно дела должны делаться, работа спорится, медленно, но верно караван идет к цели. Поэтому вот такая позиция. И всего лишь 20% вероятности прогнозов можно заложить на случай. И вот теперь подумайте, 20% это много или мало? Но если вы 100% хотите это сделать, и вы делаете это, и вы даже пытаетесь ограждать себя и ограждаете себя от рисков, ну тогда, ребята, почему этому не суждено сбыться? Тем более, если вы к этому идете очень много времени, и вы считаете, что вы достойны. Лично я, дорогие тельцы, считаю, что вы достойны всего того, чего вы, в принципе, хотите, чего вам положено по вашему знаку зодиака. Так и живите согласно своему знаку зодиака красиво, роскошно, стабильно и счастливо. Почему нет? Но все это, естественно, вот ставит вот такой жирный невозможно, это лень. И если мы ничего не делаем, все прогнозы вылетают в трубу. Ребята, это 100% факт, здесь даже нет никаких возможностей. Ну да, будут предложения, которые вы будете не ценить, уже повторяюсь, да. Но вот такая история. Собственно, эта весна нацелена на то, чтобы вы были активны. Чтобы вы были активны, чтобы вы действовали. Да, конечно же, в тот момент, когда 30 апреля Венера поменяет знак с агрессивного, активного, пробивного Овна на стабильного Тельца, вы почувствуете себя прям хорошо. Но там немножко еще Плутон, конечно же, подколбасит, остановит вот эту энергию. Но потом-то, ребята, все настроено на то, чтобы у вас все было отлично. Поэтому ловите это время, но до него еще необходимо дорасти. Для этого и существуют трудности этим апрелем. Понимаете? Вот и все. Все очень просто и понятно. Ребят, вот такой сложный, многогранный и да, неоднозначный прогноз для вас на эту весну. Если у вас остались вопросы, спрашивайте. Если вы хотите персонально и индивидуально разговаривать, в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, буду рада всех видеть. А сейчас я с вами прощаюсь до следующего видео. В конце, естественно, по классике актуальные ролики, которые вы можете посмотреть и принять верное решение. Но я желаю вам все-таки прекрасной и продуктивной весны. Всего доброго вам, мои дорогие и любимые тельцы. Пока-пока!